существует такое понятие, как семейная триада. Семейная триада, где одно из мест занимает ребенок, это его «я», а другие места, другие два места занимают отец и мать. Наверное, самое главное и очевидное, что надо сказать, что условием как психического, так теперь уже и социального развития является заполненность данной триады. Семейная триада должна быть заполнена для чего? Для того, чтобы будущая социальная жизнь имела свою конкретизацию, если угодно, свои эталоны. Если в семье, скажем, отсутствует один из родителей, то и соответствующее представление о мужчине, о женщине в дальнейшем могут стать размытыми. Это ярко проявляется у тех детей, которые воспитываются в детдомах. Размытое представление о родителях. Вот что мы наблюдаем здесь в силу сложившихся обстоятельств. Причем сначала это размытое представление имеет, так сказать, позитивный аспект. Говоря грубо, любой взрослый человек может заполнить недостающее место. Ребенок ожидает, ребенок, который воспитывается в детдоме, ожидает любого взрослого как своего потенциального родителя. Это первый и положительный аспект, который затем может смениться вторым, негативным. Если ребенок так и не находит того человека, который мог бы заполнить указанные места, он не принимает других людей. Он относится к ним негативно. Он попадает в условия социальной изоляции. Семейная триада у Фрейда получила довольно яркое название. Семейная триада у Фрейда именуется, если для мальчиков, то комплексом Эдипа, если для девочек, то комплексом Электры. Поясним. Дело в том, что семейная триада, и нам необходимо об этом сказать, семейная триада – возможный источник личностных проблем. Семейная триада – это условие первого рождения личности, и Фрейд говорит о том, что иногда это рождение выходит не совсем удачным. Посмотрим саму возможность комплекса Эдипа. Если этот ребенок мальчик, а Эдипов комплекс для мальчиков, то кем является для него отец? Отец для мальчика – это, конечно, конкретный образец мужской социальной роли.
конкретный образец для подражания, конкретный материал, если угодно, для эмоциональной идентификации. Однако, с другой стороны, как всякий ребенок, мальчик, конечно, стремится и к эмоциональному контакту с матерью. И тогда Фрейд доводит свое рассуждение до предела. Фрейд вообще любил предельные рассуждения. Он говорил так: если мальчик стремится стать как отец, а лучше сказать еще жестче, стать отцом, то, простите, как говорят из песни, слова не выкинешь. Стать отцом значит стать мужем матери. И тогда отец, в этом и есть суть проблемы, начинает восприниматься как соперник, как препятствие на пути эмоционального общения с матерью. Вот таков Эдипов комплекс. Амбивалентное отношение к отцу и блокада, амбивалентное отношение к отцу и блокада эмоционального контакта с матерью. Амбивалентное отношение к отцу и блокада эмоционального контакта с матерью. Кстати говоря, если уж быть совершенно точным, то почему Фрейд назвал этот комплекс именем царя Эдипа? Довольно печальная и трагическая легенда о царе Эдипе состоит в том, что этому человеку было предсказано то, что он убьет своего отца. Предельный язык требует и довольно жестких слов. Убьет своего отца и женится на собственной матери. Человек сделал все для того, чтобы этого не случилось. Он построил свою жизнь, зная предсказания, и сделал все для того, чтобы этого не произошло. И тем не менее это произошло. Вот некая фатальность семейных проблем, когда они возникают в раннем детстве, есть важная характеристика классического психоанализа. Фрейд скажет, что если этот комплекс не разрешен, то и в дальнейшем, скажем, начальник на работе, учитель, если угодно, любой руководитель, старший товарищ, психологически является для человека, если это мальчик и затем юноша, мужчина, психологически является копией отца. И довольно печальные факты, сложности собственной семейной жизни – это последствия комплекса Эдипа и Электры. Бывает так, мы все об Эдипе, теперь чуть-чуть об Электре. Бывает так, что уже взрослая женщина конфликтует со своей матерью, не замечая того, что она ведет себя точно так же, как мать. Конфликт не отрицает идентификации. Я привел это довольно подробно для того,
что семья, так же как когда-то мать для ребенка, семья – это и условие социального развития, и возможное препятствие ему. Аналитики скажут, надо выйти из семьи. Для того, чтобы создать собственную, надо выйти из той семьи, в которой ты родился. И тогда давайте пометим еще один термин, который возьмем на этот раз не у Фрейда, а у Юнга. И с этим термином мы пока не были знакомы, а в данной теме он уместен. Это один из архетипов, который, по мнению Юнга, на личностном пути возникает после того, как человек перестал бороться с собственной тенью. Мы помним, первая личностная проблема по Юнгу – это встреча с тенью. Предположим, что эту проблему человек решил, и он идет дальше и встречает на своем пути, Юнгов язык тоже условен, немножко он напоминает сказку, и он встречает на своем пути архетип анимы или анимуса. Анима и анимус. Анима в дословном переводе душа, анимус – дух. Анима есть представление мужчины о женщине. Ну и, соответственно, анимус есть представление женщины о мужчине. Архетип анимы, красавицы-русалки, морские дивы и вообще морские сказочные чудовища – это символы анимы и анимуса. Но мы не будем о них говорить, мы спросим конкретно, а если человек, ну скажем, уже взрослый, и он давно женат, а Юнг почему-то говорит, а с анимой или анимусом контакта пока не было. Что это означает? Что означает отсутствие встречи с данным архетипом? Ответ. Данные архетипы должны выражать собственное представление, скажем, мужчины о женщине, собственное, независимое, повторимся, независимое от той семьи, в которой родился и вырос. Наверное, это будет понятно без детальных пояснений. Если человек, ну скажем, мужчина, уже женат, а с архетипом анимы по Юнгу он так и не встретился, то кто его жена? Легко догадаться. Его жена – это психологическая копия собственной матери. Ну и тогда на бытовом языке, наверное, можно сказать, что этот мужчина находится у жены под каблуком. Может быть, ему там очень удобно и хорошо, и тогда не будем его трогать. Но и Фрейд, и Юнг скажут, что такая ситуация – суть преграда для социального и дальнейшего личностного развития. Это преграда для социального и дальнейшего личностного развития. Ну и так часто девушки, если взять архетип анимуса, наверное, тоже ищут в своем любимом
сами того не замечая, психологическую копию отца. Это тоже остатки семейных, непреодоленных семейных связей и идентификаций.